Что мне не нравится и что я хочу исправить, это вот постоянно YouTube, он мне заставляет заходить вот сюда вот, Details, потом клацать Languages, потом выбирать из списка русский язык. Ну, очень часто такое случается. И я бы, наверное, хотел, чтобы автоматически это все происходило без моего участия. Причем я при этом не хочу тратить API токены, которые платные, а сидеть хочу на подписке, чтобы все происходило. Вот такая вот у нас хитрая задача. Выполнить все минимальными ресурсами. И сейчас вот будем создавать именно такой продукт. Наверное, я тоже создам публичный репозиторий. Может быть, это будет полезно в том числе и вам. Давайте я создам. Так, создам новый репозиторий. И сейчас определимся с его названием. Я хочу создать репозиторий в GitHub, в который будет включать робота, который будет заходить в YouTube Studio, искать там новозагруженный файл, а если он соответствует критериям, то заходить внутрь и выбирать русский язык, чтобы уже шла автоматическая генерация субтитров от YouTube. Как ты посоветуешь мне назвать мой проект? Диктуем в чат GPT, вырезаем, вставляем в... Я бы, наверное, хайку даже выбрал. Задача простая, быстренько выполнит. Здесь идет визуализация нажатых кнопок, здесь визуализация мышки. YouTube Studio Bot. YouTube Studio Auto Caption. YouTube Caption Bot. Пусть название будет не такое короткое, чтобы отражало всю суть. То есть, когда YouTube Studio самостоятельно неправильно отрабатывает и не определяет язык автоматически, несмотря на то, что у канала выбран язык, он каждый раз требует заходить внутрь видео и выбирать принудительно язык видео. То есть давай создадим какое-то такое название, пусть будет даже и чуть-чуть длинное, но чтобы из названия было точно понятно целевое назначение этого репозитория. Так. Он предлагает коротенькие такие, красивенькие, директные и понятные. YouTube Studio Auto Language Setter. Да. YouTube Force Video Language Bot. YouTube Studio Language Auto Detection. YouTube Studio Language Fixer. Я думаю, первое название нам подходит идеально. Переходим, создаем public. Лицензия используйте на здоровье. Только если используете, делайте ссылку на меня. Так, копируем название нашего проекта и идем в PyCharm. У нас открылся уже текущий проект, который у нас был открыт. Там, где мы для разработки мобильного приложения создавали бота, который заходит и самостоятельно проверяет DUNS номер, DUNS номер. И мы стягиваем новый проект.
git clone. Заходим сюда, вставляем видим наш проект, клонируем. В этом окне открыть. Так, Python 3.14 have been configured as a project interpreter. Окей. Добавить в исключение проект. Да, добавить. Чтобы корректно IDE могла управлять всем, что внутри происходит, и чтобы Windows не воспринимал ее как вредонос. Так. Теперь нам надо как-то по-хитрому сказать. Ты браузерный агент, и ты должен дать задание разработчику, который не видит страницы и не видит HTML. Ты должен сказать ему, какую ссылку открыть в браузере и как найти на странице, может быть, отфильтровать видео, которые обозначены private. Вот, если видео обозначено private, то, значит, в него необходимо зайти, найти гиперссылку его и нажать на эту гиперссылку. Дай точные инструкции для нашего разработчика. Диктуем в ChatGPT. Он хорошо разбирает русскую речь, и переходим в браузер. OpenCloud, который браузерный агент. И сюда вставляем наш промпт. Для того, чтобы начать хоть с чего-то. Так, значит, из предыдущего проекта мы, наверное, копируем файлы, которые для общения с нами. Project Design, Cloud Instructions, мы их копируем и вставляем в наш новый проект. Эти файлы будут также доступны и вам. Да, добавить в отслеживание. Этот проект мы закрываем. Здесь запускаем клауды. И надиктовываем ему. Прочитай проект и дай согласие на работу в рамках того, как это описано. Так, вставляем и смотрим предыдущий, не стер ли, как должен писаться этот проект. Угу. Вроде бы нормально. То есть это базовые требования к коду. Здесь договор с нами. Так, откроем в новом окне, чтобы легко было читать. И развернем его. Идем в самый низ. Create memory. Для этого проекта. Да, всегда создавай. Он хочет дополнительно помнить об этом проекте. Локально создает. Принимаю. Так, ну и сюда уже тогда можно копировать промпт от нашего браузерного агента. Копируем. Задай вопросы.
Что именно должен делать скрипт с Private Video? Просто открыть браузер на странице деталей видео, извлечь URL, автоматически сменить Visibility, установить язык субтитров. Да ты что? Он прямо... Контекст проекта, вижу несоответствие, папка называется, аутентификация. Это разовый скрипт, запустил, нашел, закрыл. Регулярная задача, крон автозапуск. Разовый скрипт. Какой он умный, сразу даже предугадал, что мы хотим язык выбрать. Очень приятно. Так, какой язык устанавливать? Так. Где именно YouTube Studio устанавливается язык? Мы это сделаем. Просто нужно начать. Аутентификация скрипт запускает Playwright и открывает студию youtube.com. Туда без логина не попасть. Как сейчас решаешь? Ты будешь уже залогинен. Источник видео, скрипт должен найти сам. Да. Вот он с нами согласовывает, что нам необходимо. Так сильно проще вычитать, когда это 20 строчек на русском языке, чем вычитывать кучу файлов и не понимаешь, что правильно, что неправильно, что нужно, что не нужно. Так, предлагает план. Playwright находит структура проекта, main, requirements, текущий, аутентификация через persistent context Playwright, launch persistent. Первый запуск пользователь логинится вручную, профиль сохраняется, последующие запуски уже залогинен. Здесь он недопонял. Не такая логика. Нету такого, что первый запуск и пользователь залогинивается. Ты уже попадаешь в залогиненную систему, где, начиная с первого запуска, ты уже внутри залогиненной системы. То есть, исходя из этого, выстраивая логику. Потому что он у нас там установит кучу остановок, что пользователь должен сделать, а в чем тогда автоматизация, если пользователь должен что-то делать. Так, открыть студия видео, дождаться загрузки таблицы видео, найти все строки со статусом private. Для каждого private видео кликнуть Details, открывается страница редактирования. Найти поле Languages, вставить Russian, кликнуть Save, вывести итог в консоль. Наверное, по той причине, что может быть загружено больше одного видео, и они могут быть загружены в разное время суток. То есть я пускаю записи,
на загрузку, и одна загрузится там через час, вторая загрузится там через 2 часа, то давай установим, что скрипт самозапускается каждые 5 минут, проверяет, есть ли private видео, записывает их куда-то в свою открытую сессию, где он уже поменял язык на русский. А если появляется какое-то новое видео, которое обозначено как private, то тогда нужно зайти в него и выбрать язык русский. Вот логика у нас чуть-чуть другая, чем он написал, и очень хорошо, что мы с ним согласовываем эту логику, а не он просто нам говорит: вот, держи. Мы активно участвуем, меняем архитектуру проекта, так что мы постоянно выступаем в роли архитектора. Здесь еще не просто кликнуть Save, давайте мы еще уточним ему, что здесь важно получить подтверждение, что применилось. Не просто кликнуть Save, а после того, как Save будет кликнут, нужно считать, что страница действительно изменилась, и там пошел процесс. Вот, то есть логика будет такая. Если пока что данных не хватает, то мы потом получим эти данные, читая непосредственно HTML-страницу, а там будет виднее. То есть просто знаешь, что логика именно будет вот такая вот. Ну и сразу где-то это запиши, если наша сессия прервется, и надо будет объяснять новому агенту эту же логику, чтобы она уже где-то была зафиксирована у нас. Допустим, создай readme. Так. Мы ему вставляем еще вот это вот, чтобы он подумал. И пока он думает, мы читаем его план. Уточнение по твоим комментариям, по аутентификации. Да, такое есть. Playwright сохраняет сессию в папку, логинится один раз, сессия сохраняется, все последующие запуски уже внутри залогиненной системы принимаю по мониторингу. Принципиально меняет архитектуру. Это уже не разовый скрипт, а демон с открытым браузером. Браузер остается открытым все время. Каждые 5 минут делает проверку в той же сессии. Да, абсолютно верно, мы создаем демона. Обновленный план, алгоритм, запуск. Открыть браузер, Persistent, открыть Studio. Луп каждые 5 минут, обновить страницу. О, да, кстати, это правильно. Он молодец. Собрать все private видео, сохранить в state.json уже обработанные. Да, правильно. Новый private, зайти в details, выставить Russian save. Записать ID в state.json. Ну, ID, наверное, название, просто имя. Вернуться на страницу видео. Кстати, здесь лучше, наверное, уточнить, к чему привязываться. Потому что он привяжется к какому-то ID, а в случае фильтрации, то у нас будет постоянная ID-шка меняться в зависимости от того, где она находится. Меня волнует в нашем плане то, что ты говоришь, что привязаться к ID, но можно сказать, что ID может быть динамическим, а не статическим, и поэтому при разных вариантах фильтрации ID 1, 2, 3, 4, 5, да, порядковый номер, они могут меняться, поэтому давай привязываться к точному названию файла. Это будет уникальный ID, который точно не будет повторяться, и все. Так, это мы ему пишем. Что там еще читаем? Так, записать
ID в state.json, вернуться на страницу видео, sleep 300. Файлы main.py, основной daemon loop, state.json, да. Браузер профайл генерируется, сохраняется сессия playwright. Ну ладно, пусть будет так. Да, хорошо. То есть он открывает действительно... да, хорошо. Да. Project обновить, да. Важный вопрос перед стартом. State.json должен поддерживать перезапуск скрипта, то есть если остановил скрипт и запустил снова, он помнит, какие видео уже обработали или не трогает их повторно. Да, я как раз хотел, когда читал логику, ответить на этот вопрос. И вот еще на это мы ответим ему. Как я планирую использовать скрипт? Каждый раз файл должен перезаписываться, то есть это должны быть чистая запись. При запуске скрипта все старые данные стираются. То есть нет необходимости хранить старые названия файлов, потому что это будут всегда новые файлы, которые потом будут удаляться, и их уже нет смысла накапливать в отдельном файле. Сохраняем название видео только в рамках текущей жизни демона. Так, вот это вот вставляем ему. Readme. Да. Алгоритм loop, верификация, раздел. Молча принял, что да, переживает перезапуск. Утверждаешь план. Вот, он хорошо, что ждет, не начинает. А то, что мы его попросили и договорились с ним, что он не начинает кодить, пока не получил от нас согласия, это остановило нас от зряшной траты большого количества токенов, потому что здесь мы меняем логику. Исходя из этого, многое может поменяться. Добавить название видео in memory set, process title, update readme. Ждет только в рамках текущего запуска. Хорошо. Так, уникальный идентификатор видео и видео его точное название. Порядковый ID строки столбицы динамически меняется при фильтрации названия видео, стабильный уникальный идентификатор. Хранит название уже обработанных. Так, готово. Да. Теперь пусть он уже создает, сколько мы с ним договаривались. Минут 12, наверное, да? Не разрешали ему приступать к разработке. Мешали бедному искусственному интеллекту роботу. Так, и мы сразу будем тестировать. Пока он здесь занимается, то мы дадим дополнительные задачи втором. Найди, где ты находишься и как сюда попадать в этот перечень. И подумай, как здесь лучше всего отфильтровать private видео. Потыкай, посмотри и дай задание разработчику. Пока наш разработчик там работает, то у нас еще простаивает браузерный агент. И вот сейчас ему дадим умную задачу, чтобы он подумал, как фильтровать эти видео.
и как применять уже правильную фильтрацию, чтобы он дал. Ну вот, да. Совсем другое дело. Так, как попасть в студию? Да, но нет. У нас разработчик, он пишет код на Selenium или на Playwright, поэтому ему нужны точные селекторы, куда ему нужно тыкать для того, чтобы получить результат. Поэтому по твоей инструкции дай инструкцию, которая создана для робота, а не для человека. И там должны быть указаны пути по селекторам. И, ну да, начни хотя бы с этой страницы, как отфильтровать видео до приватных. Я хотел ему вначале дать полный путь, чтобы он делал до выбора языка, но он начнет делать, что-то делать, а потом где-то была ошибка, и мы не поймем, где была ошибка. Поэтому лучше мы просто будем фиксировать по одному шагу. То есть, если он сделал, то хорошо. Если не сделал, то будем как-то дебажить. Это, кстати, очень хороший принцип для разработки. Вначале сделай какую-нибудь одну функцию, оттестируй, если работает, то уже двигайся дальше. Потому что если сразу принять все, и там в цепочке там 8, 12, там 20 функций, то непонятно, где все отвалилось. Можно, конечно, ловить логированием, да, и агентами, что один создает, там второй там это все тестирует, сжигать кучу токенов. Ну, в принципе, да, так тоже можно, но не факт, что получится. Вот, дали ему четкую инструкцию, и давайте теперь, пока он тут трудится, готово, что создано main.py, requirements, project design. Следующий шаг, мы паем уже несколько to-do, это места, где нужно реальная страница YouTube Studio, лучший способ двигаться дальше, создать venv и установить зависимости, запустить скрипт, посмотреть, что находит, где падает, инспектировать реальный дом и уточнить селекторы, установить зависимости сейчас. Да, установи зависимости. Ну, так пронумеруем для него и там третье, чтобы он визуально отличал, где что находится. Так, этот у нас думает, потому что написать «найди туда, тыкни туда» — это, конечно, хорошо, но если у Cloud-кода нет возможности взаимодействовать с скриншотами, то это достаточно проблематично. Ну, вроде бы это что-то, да. И XPath, и CSS-селектор. Ну, прикольненько, мне нравится. Хорошо. Видите, какая большая инструкция просто фильтрануть. То есть, если бы дали до конца все сделать, то он бы точно запутался, слишком много действий. И так почти на 400 строк написал комментов. А в Cloud Code мы загрузили и то больше. То есть первое его сообщение, потом второе. Так что достаточно так масштабненько. Загружаем контекст.
Отлично, теперь есть реальные селекторы. Обновляю main.py с конкретными данными. Bash, cd, Python, mvev. Всегда выполнять. Enter. При этом, так, что-то install playwright. Да, всегда. При этом он добавляет сюда клауды. Он добавляет сюда... Давайте я это тоже добавлю к отслеживанию, чтобы у вас было venv. Ну, пусть виртуальное окружение тоже у вас будет. Кто-то скажет, что это неправильно, но может быть это будет легче вам. Если что, ну, папку стереть-то проще, чем ее создавать, правильно? Так, вот у нас разрастается маленький, ничего себе маленький. Это из-за того, что мы venv закомментили сюда, то у нас сразу библиотеки подтягиваются. Ну ладно, пусть будет. Хорошо. Так, что у нас терминал? Install Chromium. Да. Всегда можешь. Свободно. Этому дадим задание отфильтровать private и зайти в... дать селектор ссылки в видео. Примени свою инструкцию по фильтрованию, чтобы отфильтрованными остались только private, и дай селектор для выбора гиперссылки файла. И вообще дай общую инструкцию, как, если несколько файлов, да, то как найти второй файл в списке отфильтрованном. Может быть, начни с конца, со второго задания, потому что если отфильтровать, то в private останется только одна задача. Надеюсь, понятно надиктовал. То есть надо дать следующую инструкцию, то есть как обращаться к этому селектору, и потом, там, допустим, next child, к вот этому, да, там типа обращаться. То есть здесь вот он отфильтровал, он понимает селектор, как обратиться сюда, но у нас, если будет больше одного видео, то как дать задание разработчику, чтобы он мог тыкать в первую надпись или во вторую надпись. То есть как их фильтровать, как их видеть. Возвращаемся в терминал. Rerun, playrun, install. Да, окей. И всегда можешь делать без спроса. Check if playwright browser is installed. Да. Обновляет main.py с реальными селекторами. Хорошо. Так, несколько вариантов применения. Пожалуйста, не пиши код, нужны просто голые селекторы. Ты даешь задание профессионалу, разработчику, поэтому куски кода ему только мешают. Дай жесткие, точные селекторы, как обратиться к первому видео и как обратиться к второму видео, если больше одного, и как обратиться к третьему видео. Коротко ответь мне только на этот вопрос, на этот мой запрос, а все остальное игнорируй. То есть как фильтровать, ты уже ответил. Старое не
дополняй и просто оставь в прошлом. Выполни только эту задачу отдельно. Он пытается за собой тащить сразу всю инструкцию, выписывать какие-то куски кода, в то время как Хайку, ну, не факт, что самые эффективные для разработки. Вот, а собрать селекторы, то это, конечно, он, да, вполне может. Это берем. Так, при первом запуске откроется, что еще туду в коде, 2 места с реальными селекторами, страница редактирования после language. Давай мы вначале вот это вот сделаем. Здесь инструкция по тому, как взаимодействовать, если видео больше одного, если там первое видео, второе, там третье видео, ну, больше 3 видео я не планирую, ну, пусть будет там, допустим, универсальный код до 10 видео, но вот, да, пусть так будет, создай. Нужно ли что-то со мной обсудить как архитектор с архитектором? Гадали, видео гадали, реальные, ручная фильтрация UI, переход сразу на URL с фильтром private, видео title гадали, href видео реальный, click details, ждать загрузки, go to studio youtube.com, ID edit напрямую, нет видео ID, извлекаем из href regexом. Ну, то есть это, я так понимаю, просто название. Ну да. Готово. Теперь архитектурный разговор. 3 вопроса, которые меня беспокоят. Название видео из href, что там реально. Эта ссылка, скорее всего, оборачивает, вернет пустую строку. Я поставил fallback на видео ID, но нарушает логику и уникальность по названию. Вопрос: можешь открыть страницу со списком private видео, DevTools, посмотреть, есть ли рядом ссылки, edit отдельные элементы с... Он просит нас выполнять там вот такие вот действия, зайти сюда, Ctrl-U, там, допустим, вот это скопировать ему, он здесь будет смотреть, искать, потом нам что-то отвечать. Скучно, мы же веб-кодеры. Напиши код таким образом, чтобы ты, заходя на страницу, возвращал себе куда-нибудь там в консоль или там в какой-то в лог файл полностью все, что есть на странице. Ну, там дом или там HTML весь, чтобы ты мог в активном режиме понимать и видеть обратную связь, что происходит. То есть путем запуска своего скрипта ты сам все запусти, увидь и ответь на свои вопросы, как это происходит на самом деле, и ответь мне уже готовым результатом. Как тебе такая идея? Вот, он нам дает поручения, мы ему даем поручения, не принимаем на себя поручения. Так, по поводу до 10 видео. Наш цикл уже универсален, он берет все ссылки. Да, хорошо. Важный момент по процессу. Сейчас логика нашла все edit ссылки, прошлась по всем, у каждого взял href, перешли на страницу редактирования. Это правильно и не требует кликов по строкам таблицы. Вообще мы просто читаем href, идем напрямую по URL. Это хорошо. Окей. Получается, нужно было
ответить только на первый вопрос, остальное, второе, третье, это он хвастается, что да, я и так такой классный, суперовский, что я все предусмотрел хорошо еще до того, как я сказал. И тут тоже он хвастается, что он крутой архитектор. По 2,3, хорошо, спасибо, понял. Ты молодец. Так, насчет нашего. Идея хорошая. Пишу диагностический скрипт, запускаю его. Ты логинишься и открываемся. И в открывшемся браузере скрипт дожидается таблицы, сохраняет HTML-файл. Я читаю, отвечаю на свои вопросы. Ну, правильно, да. Так же и должно быть. Так, да, можешь всегда запускать Enter. Так, что-то у нас обвалилось. Причем я пытался понять, что там и как, но я не понял. Вот такая вот ошибка бывает. Я на всякий случай скопирую себе ошибку. И придется перезапускать терминал. Клауде. Прочитай проект. Он небольшой, поэтому пусть весь прочитает. Так. Что мы ему там говорили? Последнее, на чем у нас остановилась разработка, это чтобы скрипт открывал отладочный файл, который уже заходит внутрь студию, считывает DOM или там HTML и отвечает сам на все свои вопросы, что творится на странице, и мог дальше выполнять мои требования по разработке, которые я диктую голосом. Посмотри, на какой стадии это реализовано и реализовано ли. Если нужно, задай вопросы. И прочитал ли ты наш контракт взаимодействия, принимаешь ли ты его? Да, вот так вот уже 37 минут пишем робота для Ютуба, но на самом деле это спокойствие там на длительное время, что запустил демона, и он уже отслеживает, и там уже для длинных видео, там час, два, 3 часа, 4 часа, субтитры формируются прямо несколько часов. Поэтому очень хорошо такое иметь, такой демон. Так, коротко реализована только половина сбора данных. Debug dump не умеет анализировать, самостоятельно находить нужный селектор, давать выводы. Вопросы перед планированием. Идея понятна, скрипт заходит на страницу, читает дом, и сам отвечает селектор и language вот такой, тост выходит вот так, но нужно уточнить детали. Кто делает анализ? Вариант А. Скрипт вызывает Cloud API, отправляет HTML, просто красиво формирует dump в чистом, в читаемый вид. А анализируешь ты сам или я в этом чате? Ты в этом чате. Чате читаешь
DOM. А результаты анализа куда? Просто в консоль. А если понадобится, просто будут под рукой. Какие именно вопросы должен закрыть скрипт? Разработки. И чтобы ты видел, что где находится и как реагирует. Печатали обычно, надиктовываем. Ну, да. Могли надиктовывать, но тут печатать было, может быть, быстрее. Надеюсь. Ясно, тогда схема простая. Debug dump py запускается, сохраняет HTML файлы, а ты кидаешь их мне в чат. Нет. Это порочная логика. А нет, я не буду тебе бросать ничего в чат. Ты Cloud Code, ты находишься в терминале на моем компьютере, а внутри IDE PyCharm. И ты все видишь сам, и ты подхватываешь все сам. Никакой ручной работы. От меня не должно быть в логике. Он не знает, где он, то есть он мозги, но он себя осознавать не может, не прописано еще у антропиксов, что где он находится. Первая задача — это кто он и где он. Определить, а потом уже дальше двигаться. Поэтому я промптами стараюсь его направить. Точно, ты прав, я Cloud Code. В терминале у меня прямой доступ к файловой системе. Так, запускается, сохраняет HTML. Я читаю их через read tool сам. Нахожу все селекторы, правлю main.py. Ручная работа от тебя, только запустить скрипт. Итоговый план. Дополнить. Ты запускаешь. Я читаю. Нахожу все нужные селекторы, закрываю to-do в main. Да. Поэтому очень важно прямо общаться об архитектуре с ним. Даже если вы никак не понимаете код, вы читаете логику, и вы понимаете, что будет дикая дичь. Дампим страницу, редактирование первого найденного видео. Окей. Скрипт сохраняет 3 файла: debug HTML, список видео, debug links txt, данные по селекторам, debug edit page, страница редактирования, как запустишь. Что происходит с файлами после того, как я запустил скрипт, скажем, 200 миллионов раз? Я хочу его навести на мысль, что файлы должны перезаписываться. А сейчас, я думаю, он просто в конец докидывает аппендом, и будет просто разрастаться у нас наша база данных, хотя это ничего не нужно. Ничего страшного, одни и те же 3 файла перезаписываются каждый раз. Хорошо, диск не растет, мусора нет. Единственное, что стоит сделать, добавить их в gitignore, чтобы не... рекомендую действительно тоже виртуальное окружение выкинуть из git-отслеживания. Ок, ладно. Будет у нас чистенький, коротенький проект, как по всем нормам и правилам. Create file, gitignore. Да, создавай. Убирает venv из git отслеживания.
Чисто. Осталось gitignore, debug dump, пока untracked добавить в индекс или оставишь сам при коммите. Добавь. Yes. Добавлены оба файла теперь в индексе. Мы сейчас можем попробовать с тобой запустить и посмотреть, как сработает скрипт. А если да, то запусти и давай посмотрим. Единственное, что я хочу, чтобы ты сделал debug mode этого скрипта и запустил его в debug mode после каждого клика, чтобы было 2 секунды паузы. Все, что происходит, я хочу, чтобы это было видно на экране в debug mode. И, наверное, я бы хотел, чтобы headless был false, чтобы всегда открывалось в видимом браузере, и чтобы я всегда видел, что происходит. Давай, наверное, так сделаем. И такие задержки пусть будут всегда. Ну, то есть пусть будет зависимость следующего действия отслеживаться, как только появляется селектор, но не раньше, чем через 2 секунды. Пусть будет так. Вот, мы выписываем логику, как нам надо взаимодействовать с этим скриптом. То есть он мог запустить, и оно все происходит в фоновом режиме, и я ничего не вижу. Оно что-то там клацается, а я не вижу. А я хочу видеть, что все точно происходит. Если что-то будет происходить не так как-то, то чтобы я это увидел. Если будет системно происходить как-то не так, то тогда нужно будет добавить логирование, чтобы каждое действие писалось в лог, и чтобы мы видели, что какое действие выполнено успешно, а где все отвалилось. Так, мы можем пойти дальше и начать говорить ему дальше. А также собери логику селекторов для того, чтобы наклацать все до выбора языка видео и как выбрать, в том числе язык видео, да, инструкцию для робота именно селекторами. Не пиши никакой код, будь максимально короток. Вот, пусть он занимается пока здесь. Даже не знаю, там смотреть за ним. Мы ему тут испортим все. Он тут кликает и промахивается. Так, что у нас тут? Логирование он все-таки сам добавил, потому что, да, уже понимает, что я начинаю тут структуру поднимать. Поэтому знает мой стиль, уже сразу применяет. Я логирование очень люблю. Было просто вывести в консоль, это вот логирование. Что изменилось? Show Mo 200, плеера добавят 2 секунды паузы после каждого действия, клик, навигация, fill. Debug wait ждет селекторов, потом досыпает до 2 секунд, если страница загрузилась быстрее. Headless false, браузер всегда видимый. Лог везде, в консоли видно каждый шаг с временной меткой. Запускай. Да, запускай.
Дадим ему разрешение запускать. Вывалился exit код 1. Кириллица не печатается в Windows терминале. Фикс. Да. Run. Да. Ой, как все плохо. Ой, как все плохо. Ой, как все плохо. Это нужно залогиниваться, а роботом сюда особо не залогинишься. Давай подумаем, как поднять инфраструктуру более хитро. Залогинивание в YouTube, оно очень сложное, очень хитрое, и роботы могут блокироваться на этапе залогинивания. И поэтому я бы хотел использовать какой-то другой метод. То есть у меня на компьютере есть браузер, который уже открыт. Можешь ли ты подключиться к уже открытому браузеру, и внутри ты уже залогинен? Также у меня есть установлен Cloud для Google Chrome приложение. Можешь ли ты как-то им управлять, чтобы это все делать? То есть вот какие-то такие варианты, потому что создание нового браузера — это катастрофа, это не работает, это не получается, это абсолютно не то, что нам надо. Браузер был закрыт, пока скрипт ждал таблицу. Ты видел браузер на экране. Что произошло? Открылось окно и сразу закрылось. Или ты закрыл вручную. Профиль браузера. Есть дефолт директория. Сессия должна быть там. Вопрос, что ты видел на экране. Ну, круто, да. Он просит у нас обратную связь, что произошло. То есть он этого не видит, что мы там делали и что наклацали. Он видит там такие системные строку кода. Хороший вопрос, и ты абсолютно прав. Запускать новый браузер с логином для YouTube — это боль. Два варианта, оба рабочих. Вариант А. CDP подключается к уже открытому Chrome. Chrome поддерживает протокол отладки CDP. Если запуск Remote Debugging, да, Playwright может подключиться к нему, схема. Ты уже залогинен. Минус, нужно запускать Chrome особым способом через bat-файл, а не как обычно. Вариант Б. Playwright, канал Chrome, твой реальный профиль. Playwright умеет запускать твой установленный Google Chrome, не Chromium, и использовать твой реальный профиль из... там уже есть сессия YouTube. Минус, нельзя подключиться к уже открытому Chrome. Нужно закрыть его сначала. Chrome не дает открыть два процесса с одним профилем. Мой выбор А. Он позволит работать с Chrome, который уже открыт и залогинен без лишних телодвижений. Уточни про Cloud для Google Chrome приложения. Это Chrome расширение имелось в виду, или просто Google Chrome установлен? Chrome расширение имелось в виду. Вариант А, CDP. Не знаю, посмотрим, как это работает. Во всяком случае, сейчас это просто не работает. Find Chrome Extension Path. Да. Ищет, где установлен Chrome.
Мы находимся вроде бы в PageArm, вроде бы вот здесь вот там проект, и это все ограничено вот этой вот папкой, то есть когда он загружается, он спрашивает там иметь доступ к этому проекту, к этой папке, но сейчас проходит полностью через командную строку управление всем компьютером. План, файлы, которые трогаем, новый запускает Chrome, проверяет, если порт уже открыт, сообщает уже запущен, иначе стартует Chrome. Меняем. Уже запущен обычным способом без флага. Надо закрыть его и запустить через BAT. Это единственное ручное действие. Я в будущем хочу использовать дополнительные варианты автоматизации, если надо сразу как-то по-хитрому запускать Chrome, то я бы хотел изменить прямо сам ярлык Chrome, чтобы сразу запускать в том режиме, в котором ты можешь управлять пространством. Вот, поэтому как быть лучше, чтобы сразу всегда я запускал Chrome, который может поддерживать этот вариант управления. Потому что заново закрывать, открывать — это, не то. Нужно какое-то системное решение. Тут вот висит какой-нибудь ярлычок, я на него кликнул, и все уже автоматически случилось. Хорошо, вот если бы он нам этого не рассказывал, мы бы не знали, и он бы просто начал списывать токены и создавать код по тому, как он подумал, что было бы хорошо. Не знаю, утверждаем ли мы или нет. Хорошая идея, давай обсудим плюсы и минусы, прежде чем трогать ярлык. Подход: изменить ярлык Chrome, добавить Remote Debugging Port 9222 в аргументы ярлыка, тогда каждый запуск Chrome уже с открытым портом для управления. Одно важное поведение Chrome. Если Chrome уже запущен без флага, и ты кликаешь ярлык, новое окно открывается в уже существующем процессе. Флаг считается только при запуске нового процесса, значит, если Chrome висит в фоне, флаг не подойдет. Вариант решения: либо всегда полностью закрываешь Chrome, либо добавить, либо просто принять как правило, запускаешь Chrome через ярлык, он открывается в дебаг режиме, если это уже так. Мы просто физически меняем в футере Windows ссылку на Google Chrome, и все, ни больше, ни меньше. То есть все остальные варианты не подходят, они не системные. Понял, просто меняем ярлык. Так, сейчас найду его. Он прямо хочет прописать туда. Спасибо за желание помочь. Давай я это сделаю вручную. Ты мне просто скажи, что и как делать, а я это пропишу вручную. Я боюсь, что он там что-нибудь ошибется, сделает не то. Так, правая кнопка. В поле объект в конце строки добавь. Должно выглядеть примерно так. Хорошо, вот это со скобочками. Так, тогда я пытаюсь закрыть все вкладки, которые есть в Chrome. Так, закрываем. 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 У нас есть
ссылка, правой кнопкой Properties и сравниваем копировать, Ctrl-F, Ctrl-V, полное соответствие. Тогда мы можем выделить всю эту строку, зайти сюда и нажать Enter, Apply, вроде бы не ругается, окей, и пробуем запустить. Так, пробуем запустить, все восстановили. И готово. Проверь. Да, всегда проверять, разрешать выполнять эту команду. Порт закрыт. Chrome нужно перезапустить, полностью закрыть, включая иконку в трее, и открыть заново иконку в трее. Ее не... вот иконка в трее. Да, иконка в трее возможно. Иконка в трее. Exit. Да, иконка в трее. И перезапускаем. Да, спасибо, что ты сказал про иконку в трее. Я про нее как-то забыл. Она была открыта, может быть, из-за этого. Попробуй сейчас. Как там сейчас? Работает или нет? Так. Ой. Так, все еще закрыт. Уточни, Chrome сейчас открыт на экране. Если да, проверь трей еще раз. Иногда Chrome висит там даже когда окна закрыты. И тебе есть, что открываешь именно через ярлык в панели задач, а не через другой ярлык. Дай задание ИИ, который может читать скриншоты, чтобы он проверил меня и дал тебе обратную связь. Так, вот у нас, допустим, Chrome, клауды. И здесь, допустим, у нас, пусть будет Sonnet. Правой кнопкой Properties. Мы копируем, вставляем. Копируем вот это вот, выделяем, делаем скриншот, копировать, вставляем. И сейчас напишем здесь то, что он скажет. Сделаю сам, сниму скриншот через PowerShell и прочитаю. Окей, хорошо, не хочет посредников. Сделать скриншот, но это сразу должно быть непонятно. Нет. Дай задание и... Получается, как только мы нажимаем здесь «Сделай скриншот», то теряется фокус с этого окна, и он будет делать скриншот там, где ничего нету.
Нет, я сделал скриншот. Ты дай просто задание искусственному интеллекту, твоему брату, наблюдателю, что он должен проверить, что я должен был сделать, и что тебе ответить после того, как он проверит меня. Вот, хорошо, что у нас не одобрены эти действия автоматически, потому что он хотел делать скриншоты, копаться в системе, менять ярлыки. Не-не, ничего такого не надо. Точно, точно нет. Не пускаем его сюда. Ты, Cloud Code, ты находишься в PageArm. Ты даешь задание браузерному Cloud EE, который имеет уже в своем интерфейсе вставленный мой скриншот и адрес, который ты дал. Дай своему брату браузерному задание, что он должен проверить на скриншоте, который я ему дал, и что этот браузерный твой брат должен тебе ответить, чтобы ты понял, правильно ли я создал ярлык. Да, вот тут, конечно, уже недопонимание у нас пошло между мной и им. Понял, ты... так, на скриншоте должен быть открыто. Попросим его... Дай полное описание вообще, все, что видно там, может быть, там какие-то другие поля как-то не так, то есть все, что ты видишь, оцифруй с скриншотов текст. Пусть он все-таки, если уже оцифровал все, то пусть это переведет в текст. И сюда вот ставим. Это у нас поиск сработал. Убираем. Отлично, ярлык правильный. Теперь нужно пересадить Chrome на него. Закрой Chrome полностью правой кнопкой, выйти из Chrome. Открой Chrome через панель задач. Как... А ты можешь проверить, что порт вообще доступен, когда я закрою Chrome? Это будет базовый тест. Как тебе? Просто мы уже дважды сделали и не работает, значит, нужно дробить на более мелкие задачи и проверять. Порт закрыт, Chrome не запущен, базовый тест пройден. Теперь открывай Chrome через ярлык, проверив, что порт появился. Сейчас Chrome еще открыт. Я просто хотел узнать, можешь ли ты проверять, открыт ли порт, и должен ли порт быть открыт, если Chrome открыт или если Chrome закрыт. Непонятно высказал мысль, но я думаю, искусственный интеллект поймет. Я пытаюсь понять, как оттестировать вообще, работает ли порт.
Закрыт, закрыт, открыт. У тебя открыт без флага, поэтому порт закрыт. Сможешь ли ты проверить, есть ли сейчас Chrome браузер открытый в системе? Он же имеет полностью доступ ко всей файловой системе. Он говорит, что мы где-то не закрыли. Ну вот пусть проверит, где мы не закрыли. Мы закроем, и он проверит, где еще не закрыто. Хорошо. Сейчас мы пробуем закрыть наш Chrome. Тыкаем сюда вверх и повторяем прошлый наш запрос. Если сейчас Chrome открыты в браузере, yes, 15 Google Chrome'ов. Так, закрываем здесь. Сейчас. Да, разрешить. Chrome закрыт полностью. Открывай через ярлык в панели задач. Хорошо. Открываю. Теперь он видит всю динамику, что он сам проверил, что был закрыт. Сейчас вручную ему дозагрузим сюда. Что у нас было? Он подхватил с того момента. Порт open. Chrome запущен, но порт закрыт. Значит, он стартовал без флага. Скорее всего, открылся не через новый ярлык в панели задач. Убедись правой кнопкой. Через ярлык. Target равно так, ну вот это вообще не прикольно. Ладно, когда мы что-то не можем сделать, а когда система балуется, это, конечно, вообще печально. Окей. Продолжаем с того момента. Закрыть Home. Мы только что это сделали, почитай переписку. Я закрывал, ты проверял, потом ты подтвердил, что все закрыто, потом я через правильный ярлык открыл. Ну, то есть все четко, все хорошо, все правильно. Почему-то не работает. Какие идеи у тебя есть? Может быть, что-то другое?
не сделано, или как-то по-другому отладить, посмотреть, сделать, почитать, что ты можешь сделать, какую отладку сделать для того, чтобы поймать, чтобы оно все работало. Мы только что это все сделали, зачем еще раз? Нет смысла. Show actual commands line arguments for running from. Да, сделай. From запущен с флагом remote debug. Флаг работает. Проверь репорт еще раз. Тест. Ну, то есть флаг запущен. Мы сделали все хорошо, все правильно, поэтому нет смысла там еще что-то. Check if Ford is actually listing. Может, кто-то уже его занял? Find what ports the main Chrome process is using. Да, хороший вариант. Узнать вообще фактически, какой порт использует. Get PID of Chrome process with debug flag. Да, окей. Это тоже дело говорит. Check what ports Chrome main process speed is listening on. Да. Check if any process is listening to... Да, вот я думаю, что кто-то просто занял уже 9222 порт, поэтому он занят. Независимо от того, мы нашел проблемы. Chrome запущен с флагом, но не слушает. Это Chrome 1.4.6. В новых версиях добавили защиту. Нужен дополнительный флаг. Remote Allow Origin. Окей, хорошо. Сейчас сделаем. Не проблема. Properties. Вставляем. Окей. Здесь закрываем. Здесь закрываем. Здесь закрываем. Проверь, закрыты ли все хромы. Да. Открывай через ярлык. Давай ты сам проверь, правильный ли флаг, и запусти, если все ок. Чтобы у меня несколько раз не спрашивал, пусть сам идет, проверяет и запускает. А то потом в испорченный телефон играем. Пытается найти ярлык, у него не получается найти. Я думаю, он сейчас прочитает эти ошибки и напишет правильно, чтобы запуститься. Я напишу так. Проверяешь ли ты правильность флага перед запуском? Потому что тут, по-моему, все очень упрощено. Получилось. Он смог запустить. У него получилось запустить. Check if is listening after extra wait. Да. Запусти. Тестируй. Ой.
но это прям как-то очень больно. Я, наверное, тогда прервусь. С этой автоматизацией, потому что нужно решить, что за проблема и почему она возникает. Она возникает часто, работать не получается. Окей, значит, будет несколько частей. А, будем тогда снимать еще вторую часть. Хорошо, всех благ. Финансового вам благополучия.